В солнечный день в загородный особняк в пригороде Лиссабона зашел Роберто Монтальва, известный предприниматель и миллионер. Он решил вернуться домой раньше обычного, чтобы лично проверить, как идет работа в доме, и убедиться, что все в порядке. Когда он подошел к саду, глаза его округлились от ужаса. Горничная, женщина с холодным взглядом, держала шланг, из которого струя воды попадала прямо на маленького мальчика на инвалидной коляске. Ребенок пытался укрыться, дрожал от холода, а женщина смеялась, словно это была шутка. Роберто немедленно вмешался. Он потребовал, чтобы горничная отставила шланг и отдала ребенка маме. Мальчик закричал, и слезы стекали по его щекам. Миллионер, сохраняя спокойствие, вывел женщину в сторону. Он не кричал, но его голос был холоден и тверд. «Что вы себе позволяете?» — произнес он тихо, но каждое слово звучало как приговор. Вместо того, чтобы применять силу, Роберто решил наказать ее по-настоящему эффективно. Он вызвал инспекцию службы по защите детей и руководителя домашнего персонала. Через несколько часов горничная была уволена, и на ее месте был принят новый сотрудник с безупречной репутацией. Роберто сам проследил, чтобы мальчик согрелся и получил горячее питье. Он уделил время ребенку, улыбался ему, рассказывал забавные истории, чтобы вернуть чувство безопасности. Наказание горничной было строгим, но законным. Ее действия документально зафиксировали, лишили работы и рекомендовали к проверке для возможной уголовной ответственности. При этом Роберто дал понять всему персоналу: никакая шутка или злость по отношению к детям не останется безнаказанной. С этого дня порядок в доме был безупречным, а главное, ребенок чувствовал себя защищенным. Миллионер понял, что настоящая власть не в деньгах, а в ответственности и способности защищать тех, кто слабее. История разлетелась среди слуг и соседей. Дом Монтальва стал примером того, что даже маленький ребенок заслуживает уважения и заботы.